Саня у нас знает специальный белорусский партизанский рецепт. На этой вроцлавской кухне в Польше Анастасия, ее сын Леня и подруга Саша готовят белорусские драники. И говорят на белорусском. Мы здесь, в Польше, ощущаем себя больше белорусами, чем у себя на родине. У себя на родине они бы не могли говорить на родном языке. Там это не модно, не престижно и опасно. Рассказывают, местная милиция, как только слышала белорусский, сразу начинала таким человеком интересоваться. Разговаривать по-белорусски было невозможно. Была такая политика – делать все, чтобы была русификация, чтобы люди забросили свой язык, литературу. Говорить на белорусском было не модно. Говорили колхозный язык. Все трое уехали из Беларуси после протестов 2020-го, когда в дверь постучали люди в погонах и стало понятно, что дальше только тюрьма. Но Саше до сих пор приходится прятать лицо, если рядом камера. Боится не за себя, за родных. У меня несколько уголовных и административных. Одета я так из безопасности, потому что у меня в Беларуси остались родители, братики, сестрички, и семья политическая – это безопасность. Представьте себе, в Гомеле, втором по величине городе Беларуси, нет ни одной белорусскоязычной школы. Преподавание только на русском. В Минске ситуация не лучше. Степану Путиле, основателю редакции «Нехта», чтобы учиться на белорусском языке, пришлось заниматься подпольно. Я учился в Белорусском гуманитарном лицее, где рассказывалась настоящая история Беларуси, не та, основанная на советских клише, которая преподается в государственных белорусских школах, а вот такая действительно настоящая. А этот лицей запрещен в Беларуси, собственно, потому что он называет вещи своими именами, и он меняет сознание, я бы так сказал. Даже в правительстве Беларуси никто не говорит на белорусском, хотя именно с языка начинается государственность. Использование белорусского языка сегодня равносильно оппозиционной деятельности в Беларуси. Это сейчас Павел Латушко, один из оппозиционных политиков, вынужден был уехать из Беларуси в Польшу, а когда-то он был министром культуры. Я помню, когда я был даже единственным министром в правительстве, говорящим на белорусском языке, меня очень многие отговаривали от этого. Даже я помню, когда я стал пресс-секретарем Министерства иностранных дел, я даже подавал в отставку, потому что то давление прессинг, которое было оказано на меня, в том числе из-за использования белорусского языка, был достаточно серьезным. А сегодня это вызов. Вызов этой диктатуре, этому режиму, и человек, говорящий на улице на белорусском языке, может быть просто задержан. Вдали от родины, в Польше, белорусы пытаются сохранить свой язык. Хотя, признаются, иногда это сложно. Слишком долго система Лукашенко отбивала желание говорить по-белорусски. Не нужно бояться, нужно говорить, а ошибки можно позже исправить. Как говорил мой друг, все обещают. И он начал первым из 1000. Я не всегда говорю, но я стараюсь. Дома разговариваю с женой и сыновьями. Час по-русски, час по-белорусски. Годинку по-российски, годинку по-белорусски. И это уже своеобразная форма протеста. Пусть и не дома, но они должны сохранить то, что Лукашенко при поддержке России пытается уничтожить. Ведь белорусы в Польше помнят страшную статистику. На их родине открыто 15 тысяч дел по политическим мотивам. 1500 человек находятся в тюрьмах, в том числе и за то, что боролись за свой белорусский язык. О судьбах тех, кто вынужден был покинуть страну, опасаясь преследований, о настоящей Беларуси, где за красивым фасадом скрываются коррупция, ложь и политические преследования, смотрите в новом проекте «Лица свободы».